Здравствуйте. Да-да-да. У вас была запись на консультацию по подбору второй половинки. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, я уже подобрала подходящие анкетки по вашим запросам. Возможно, они смогут вас заинтересовать. Может быть, кружечку чая, чтобы вам приятнее было ознакомиться с анкетами. Хорошо, сейчас сделаю его. Вот, пожалуйста, держите кружечку чая. Да, вот здесь у вас рядышком столик, можете вот тут вот так поставить. И держите, пожалуйста, небольшие сладости к чаю. Вот здесь тоже тогда так вот поставили. Приятного чаепития. Ну что же, предлагаю приступить к ознакомлению с анкетами. Надеюсь, вам понравится кто-нибудь из предложенных кандидатур. Первым предлагаю знакомиться с Моной Санти. Красавчик. 17 лет.
боится приходить в школу. Учителя его так сильно опасаются, что боятся ему что-то сказать. Славик ровный пацан. Он четко чтит понятия, отжимает талончики и карманные деньги у других школьников, а тратит деньги на сигареты и семечки. Славик состоял на учете в детской комнате милиции, а сейчас имеет условку. Нет, это не из-за того, что он крышует магазины, собирает деньги с местных бомжей, дерется каждый день по 5 раз. Он просто хотел на митинги. Со Славиком и его друзьями никто не хочет связываться, но он обещает любить свою половинку и хоть жизнь за нее отдать. Жить она будет как на вулкане, и каждый день будут эмоциональные качели. Утром Славик будет выбивать ей дверь с криками, что убьет ее, а днем приносить цветы, которые сорвал у памятника. Вечером он подкараулит ее под дверью, жестоко побьет за то, что она не брала телефон, но зато ночью он будет извиняться и играть на гитаре самые красивые песни. И, конечно, все соседи, которым завтра на работу, будут умолять ее простить Славика. А когда она его простит, он поставит ей фингал за то, что... Это какой сосед сам с тобой говорил? Хахаль новый, что ли, а? Но зато на следующий день он напишет на новой дороге имя и номер квартиры своей девушки краской, которая продержится лет 20. Славик обычный парень, но он обещает, что никому не позволит ее обидеть. Ну, разве что ли, только если это не он сам. Хорошо. Да. Ну, немного специфично, зато очень горячо и огненно. Скучно не будет. Посмотрим следующую анкету. Теперь вы познакомитесь
месте. Да. Есть свои нюансы, но согласитесь, для некоторых это отличный выбор. Следующая анкетка, которую я вам подобрала. Чахук Йон Ван Гог. Ему 23. Он айдол, увлекается косметикой и пластическими операциями. Ищет даму сердца до 30 с высшим образованием и своим жильем. Желательно, чтобы она была стройная, высокая и подошла ему по группе крови. Конечно. Давайте посмотрим на фотографию. Это один из самых красивых наших клиентов. Чохук – это популярный корейский тикток-айдол. Он снимает короткие романтические ролики, но у айдолов есть свое табу. Дело в том, что популярный айдол не должен состоять в отношениях, ведь каждая фанатка надеется, что станет его женой. Ведь они отдают ему всю любовь и деньги. Поэтому в его роликах все время разные девушки. Любая девушка на его канале может появиться не больше одного раза, чтобы фанатки не ревновали его. Но он молодой парень и хочет отношений. Он предупреждает, что вам придется скрывать отношения, что иногда вы будете редко видеться, что вместе вам нельзя будет показываться в публичных местах. Никаких совместных фото и видео. Если что-то прольется в интернет, то его менеджер выкинет его на помойку, предварительно забрав все его гонорары, ведь такие условия контракта. Чохук и его менеджеры постепенно идут к мировой славе. Они мечтают, чтобы Джангук стал популярным актером дарам и организовать кей-поп-группу из 10 красавчиков на любой вкус. Требования для девушки серьезные. Красота, хорошая работа, высокий рост. Обязательно вы должны весить меньше, чем 60 килограмм. За все платить будем пополам. Косметика тоже раздельная, и не смейте трогать его тоналку. Это будет сложно, но зато вы получите мечту миллионов под соусом запретных тайн и отношений. Ну или даже станете звездой скандального романа и получите пожелание сдохнуть от 2 миллионов подписчиц Чохука. Что думаете? Уже есть те, кто приглянулись вашему сердечку? Тогда давайте ознакомимся с еще несколькими анкетами. Следующая анкетка от Павла Репина Ивановича. Ему 32. В текущий момент он безработный, но увлекается компьютерными играми, аниме, сериалами и фильмами. Вам точно будет что обсудить. Он ищет красивую, умную, спортивную девушку, которая будет готовить ему вкусно. Да, но со списком требований можете потом ознакомиться, если вам будет интересно. Давайте посмотрим на фотографию. Вот так выглядит. Да. Павел. Паша – безработный молодой человек. Так сложилось, что Паша – домосед. Он живет с мамой, и мама Пашу очень любит и содержит на своей шее. Сам Паша уже разочаровался во всем жизни. Он уже 9 лет не может найти работу. Дело в том, что он получил второсортный диплом в платном институте на факультете управления персоналом 9 лет назад и ждет вакансию директор с зарплатой от 200 тысяч. Но так как у него нет опыта работы, вообще никакого, то, конечно, его резюме серьезно никто не рассматривает. Также Паша никогда
отношениях. Он даже толком никогда не общался в реале с девушками. Паша уже 32, и магические способности так и не открылись. Пустоту и скуку он заполняет компьютерными играми, сериалами и фильмами. Когда он был немного моложе, он разочаровался в девушках. Сначала школа. Девушка, которая ему нравилась, не ответила взаимностью. Она не предсказала мысли Паши и не сделала 10 шагов ему навстречу первой, хотя могла бы. Потом он играл в разные ММО-РПГ, где, как он думал, общался с девушками и даже состоял в романтических отношениях 2 недели. Они поженились в игре и были очень счастливы. Правда, потом оказалось, что его няшную избранницу Акалитку зовут Вадим, и он просто хотел шмоток, и чтобы Паша его прокачал. Потом прошаренный опытом Паша требовал от своей новой жены фоток и разговоров в Дискорде, но опять был обманут 12-летней девочкой, которая ловко увиливала от видеозвонков, выдумывая разные причины и высылая фотки красивой двоюродной сестры. Их отношения длились 4 месяца, пока родители девочки не забрали ее с собой в путешествие. А так как ее отец сэкономил на отеле, там не было интернета, и девочка пропала на несколько недель. В результате Паша, не находя себе места, начал гуглить по ее фоткам и нашел настоящую страничку сестры, у которой как раз стояла новая аватарка с ее парня. Паша тяжело, но молча и гордо пережил измену. Он пробовал еще знакомиться с девушками, но когда они узнавали, кто он, то лучшее, на что он мог рассчитывать, это дружба. И Паша полностью разочаровался в отношениях и вступил в мужское движение. Новая отдушина Паша – это ездить и ненавидеть женщин. Но хоть он и ненавидит женщин, он тайно мечтает и ждет свою принцессу, которая вдохновит его и будет его сильно любить, как любит Пашу его мама. Из личных достижений он выделил золото в Лиге Легенд, 6800 в Харстоуне, Battleground, пересмотрел кучу сериалов и анимешек, пробегал 1 километр за 5 минут 35 секунд 14 лет назад, диплом специалиста, управление персоналом, верный. Да. Ну что ж, у нас с вами осталась еще одна анкетка. Ознакомимся. Это тоже один из наших VIP-клиентов. Голденс Альварец Пикассо. Ему 19. На текущий момент он студент, но он всем вас обеспечит. Главное, чтобы вы были довольно покорны. О, да, конечно. Сейчас фотография. Секундочка. Вот. Это самый состоятельный наш клиент на текущий момент. Альфред – это непростой парень. Он родился с золотой ложкой во рту. Его папа чиновник, один из тех, кто ждет в очереди, когда же на него снимет разоблачение очередной журналист. Альфред – это чудо. Дело в том, что его родители сильно любили друг друга, но у них не получалось, что они только не пробовали, и ничего не получалось. И тогда отец Альфреда поклялся, что если у него будет сын, он никогда не услышит слова «нет». И он сделает все, чтобы у него было все. Но чудо не происходило, время шло, а чуда не было. И тогда он уже хотел бросить его маму. Чтобы этого не произошло, она изменила ему и смогла забеременеть. Настоящий отец Альфреда – это заместитель папы чиновника. Чиновник подозревал, что ему могли изменить, и попросил сделать экспертизу. И как повезло, что он доверил все это как раз своему заместителю. Конечно, он и его жена подстроили все так, чтобы эта интрижка не всплыла, и наивный дурачок поверил в чудо. Поэтому Альфред получал все. И, возможно, поэтому
любовь с одним человеком его не интересует. Ему нужен человек, который станет его марионеткой и будет выполнять все его приказы и молчать, а взамен